Привет, меня зовут Светлана. Рада пригласить вас на свой канал. Да, и впустить на свой балкон. На календаре 14 июля 2023 года. Сразу после представления прогресса моей многоцветной вышивки ее первый урок мы соберемся в нашем клубе, чтобы позаниматься вышивкой и немного развлечься. Ты тоже со мной? Сегодня мы продолжим тему фотографий. Героем, вернее героиней второй части данного выпуска выступит Джипси Роуз Ли. Эту экстравагантную особу, танцовщицу, актрису-писательницу, называют королевой бурлеска и самой знаменитой стриптизершей в истории. Руководила наркокартелем Вообще-то мой муж. Я всего лишь секретаршей была. и стриптизершей. На нашем заседании я представлю немного ее фотографий и биографию. А сейчас нас ждет вышивка. Итак, друзья, перед нами 84,8% готовой работы. В крестиках это составляет 179 474. Я едва сдерживаю эмоции. Вот так работа выглядела на начало отчетного периода. За 2 недели мне удалось вышить 13 035 крестиков. Тебе это удается. Да, друзья, мне все понравилось. Результат, конечно, меньше прошлого, Ну, у всех бывают взлеты и падения. однако продвижение и есть, и это здорово. И до конца работы осталось еще 32 126 крестиков. Надеюсь, что нас ждет уже только один предфинишный отчет и затем уже непосредственно финиш. Нет. Совсем недавно состоялась очередная перемотка канвы. Окно и часть комнаты скрылись от наших глаз, и тем не менее речь пойдет о них, так как именно этим деталям картины был посвящен тест в прошлом видео о Пабло Эскобаре. Знаете, я забыл. Ранее в комментарии говорилось, Ну, разговоры всегда ходят. что художник изображал в картинах одну и ту же комнату. Ты смотришь, но не наблюдаешь. Я же в них видела и вижу совершенно разные комнаты. Тогда же меня и заинтересовало, а кто еще что думает на сей счет. Так и возник тест, в котором было предложено определить, одна ли и та же комната изображена на картинах любимая мелодия и ее первый урок, а также попытаться выявить минимум 4 отличия. Любое действие влечет за собой последствия. Итак, что показал тест? Абсолютное большинство принявших участие в нем высказали мнение, что это разные комнаты. Елена, канал Селена Кростич, написала так. Светлана, конечно, комнаты разные, а вот цветок и кашпо очень похожи. Ирочка, канал Хутира Кростич, тоже думает, что комнаты разные, окна и камины тоже. Было, друзья, иное мнение. Автор канала «Часть на хафт. Время вышивки» написала, что я думаю, что это та же самая комната и та же старшая героиня. Но в итоге согласилась, что, возможно, разные. Татьяна, канал Марта Орчит, написала, что в совершенно разных комнатах можно найти не 4, а 4444 отличия. И дело не в окне, не в камине, хотя они тоже другие. Самое главное отличие – это размер комнат. Но, конечно, комнаты похожи. Елена, вышивка с Еленой Кудрявцевой, тоже написала в комментарии, что комнаты разные и окна отличаются. В одном 2 поперечные планки, в другом 3. А вот что написала по этому поводу Евгения. Конечно, это соседняя квартирка, и окно, и печь, и размеры все отличаются. И света из окна здесь намного меньше. Цветок растет в высоту, листики далеко друг от друга.
Он тянется к свету, солнышку, но не находит. Скорее всего, на улице огромные деревья раскинули свои ветви, переполненные листочками, и прикрыли тенью весь двор. Вот так романтично. Татьяна, канал Татьяна Дальневосточница, тоже написала, что, конечно, эти комнаты разные. И Лидия Зубкова тоже такого же мнения, что комнаты, конечно, разные. Одно окно меньше другого, и расположение камина тоже иное. Девчонки, большое спасибо за ваше участие в тесте, за ваше мнение и наблюдательность. И, конечно, друзья, огромная благодарность всем вам за просмотры и за поддержку комментариями и лайками. Мне это очень важно. И, возвращаясь к картине «Ее первый рук», хочется отметить показавшийся на конве большой глиняный сосуд, вернее его крышку. Дизайнер так проработал эту деталь, что даже взглядом ощущаешь шершавость данного предмета. Крышечка меня здорово порадовала и своим видом, и своей легкостью в работе. Стены комнаты, друзья, по-прежнему остаются вишенкой на торте. И, если можно так выразиться, об участках, вышиваемых с большой скоростью и легкостью. И, конечно, порадовал и наряд Мэйки, который тоже изрядно добавился, вот в частности, фартук. Несмотря на кажущуюся его простоту, он довольно многоцветен. Как видите, друзья, значительную часть времени и я занималась тем, что одевала нашу подружку. Да, любят наши голубушки принарядиться. Чего не скажешь о героине второй части данного видео, которая выбрала для себя занятие диаметрально противоположное. Вот мы и подошли с вами к окончанию вышивальной части видео. Достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Понравилось? Удивительно, но да. Настраиваемся на нужный лад и продолжаем заседание. Джипси Роуз Ли. Фото и биография королевы бурлеска и самой знаменитой стриптизерши в мире. Джипси Роуз Ли нельзя назвать красавицей в классическом понимании. Однако именно эту экстравагантную особу, танцовщицу, актрису, писательницу, называют американской королевой бурлеска и самой знаменитой стриптизершей в истории. Роза Луиза Хувик появилась на свет в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1910-х. Точной даты своего рождения ни Роза, ни ее младшая сестра Джун не знают, потому что их ушлая мамаша сделала девочкам несколько поддельных документов на разные случаи жизни. Для бесплатного проезда в транспорте сестры становились младше, для избегания ответственности за детский труд – старше. В общем, день и год рождения – загадка, зато абсолютно точный факт: мать развелась с отцом своих детей в 1915-м. Затем опять вышла замуж, снова подала на развод и в итоге сделала ставку на дочерей в качестве добытчиц и кормилиц семейства. Сестры вместе участвовали в водевилях и театральных постановках, однако ключевой звездой была младшая Джун, которая от любительских и полупрофессиональных подмостков стремительно взлетела вверх и начала сниматься в немых голливудских фильмах. Пока мамаша с младшей дочуркой пребывали в разъездах, Луиза ходила в школу, скрывала ревность и досаду, а также готовилась к собственной карьере. Сестринских танцевальных талантов у Луизы не было, зато прыткая девица отличалась умом, сообразительностью и не стыдилась оголиться на публике. Эти качества очень пригодились артистке, которая начала выступать в бурлескных шоу и достигла в этом такого мастерства, что ее неофициально провозгласили королевой бурлеска. Не в последнюю очередь произошло это из-за ловкого фокуса,
который молодая шоу-герл проделывала на радость мужской публике. Речь, разумеется, идет о так называемом конфузе с одеждой. Сложно сказать, случайно или намеренно, трюк с треснувшей бретелькой и упавшим к ногам платьем произошел впервые. Но однажды, оконфузившись и раздевшись на сцене, танцовщица начала повторять маневр с завидной регулярностью. Хотя, надо отдать должное талантливой стриптизерше, грубой эротикой ее перформансы не отличались. Это был тонкий, остроумный, элегантный акт с большой долей юмора и игривости. Не успев оглянуться, Джипси Роуз Ли, такое сценическое имя выбрала себе артистка, стала главной звездой бурлеск-шоу в Минске, работавшего в Нью-Йорке до 1937-го. На сцене этого заведения Ли впервые арестовали за ее голые выходки, которые повторялись каждый вечер, приходила полиция нравов на шоу или нет. Превратившись в королеву бурлеска, звезда дебютировала в Голливуде, поучаствовав в съемках 5 картин в 1937-1938. Голливудский опыт оказался скорее неудачным, и несостоявшаяся кинозвезда вернулась в Нью-Йорк на бурлеск-сцену и для участия в мюзиклах. В будущем шоу-герл еще не раз посетит фабрику грез, доведя фильмографию до 23 единиц кино и телевизионных проектов, последний из которых вышел в 1969 за несколько месяцев до смерти самой известной стриптизерши в истории эротического жанра, которая скончалась от рака легких 26 апреля 1970-го. Писательницей Ли стала в 1941, когда выпустила «Криминальный детектив». Название его говорит, что и в литературе автор преследовала свою любимую эротик-секс-тему, поместив в тайтл наиболее соблазнительный тип нижнего белья. На следующий год дебютантка продолжила свои литературные опыты, написав детектив номер 2. В 1957 вышла главная и самая интересная книга Джипси Роуз Ли «Мемуары», в которых звезда рассказала о своей действительно захватывающей биографии. Хочется еще раз повторить, Джипси отличалась большим умом, а не великой красотой, поэтому ее интервью интересно читать. Я наиболее высокооплачиваемая шоу-бизнес-персона со времен Клеопатры. Причем мне не нужно отстаивать сомнительные ценности и представлять государственные институты, как приходилось ей. Примерно так Ли описала свою нескромную особу в журнале Life за июнь 1949-го. Здесь же появилась серия фотографий, что будут, надеюсь, не безинтересны современному зрителю.
Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.